Каждые 20 лет на планете появляется новое поколение. И у каждого своя логика, свои страхи и своя картина мира. Мы называем их по буквам и именам. Но за этими ярлыками реальные люди с реально разным опытом. Почему бумер не понимает зумера? Почему Y застрял между двумя мирами? Ответ не в характере и не в воспитании. Ответ в том, в каком мире ты рос. Разберем каждое поколение. Честно, без стереотипов. Поколение – это группа людей, выросших в одно время и в одних условиях. Социологи начали делить людей на поколения в середине 20 века. Один ключевой принцип – не родители формируют поколение, а эпоха. Война, технологии, экономика, культура – все это оставляет отпечаток на психике целого пласта людей. Сегодня выделяют 6 живых поколений – от молчаливых до альфа. Бэби-бумеры – люди, рожденные с 1946 по 1964 год. После Второй мировой рождаемость резко выросла, отсюда и название. Они росли в эпоху оптимизма. Экономика восстанавливалась, появлялось телевидение, медицина развивалась. Бумеры – первое массовое поколение потребителей. Купить дом, машину, вырастить детей – это было достижимо. Они верят в труд как ценность. Работа – это не просто деньги, это личность. Бумеры конкурентны. Они выросли в период, когда нужно было занять место под солнцем. Телевидение для них – главный медиум. Они доверяют тому, что показывают по телевизору. Сейчас бумерам от 60 до 78 лет. Многие еще работают и не понимают, зачем уходить. Главный конфликт бумеров – они строили мир с нуля, а дети этого не ценят. Фраза «в наше время такого не было» – это не жалоба, это буквально правда. Поколение X, рожденные с 1965 по 1980 год. X – неизвестная переменная. Социологи дали им это имя, потому что не знали, чего от них ожидать. Они росли в период холодной войны, нефтяного кризиса и распада привычных ценностей. Многие из них – дети разводов. Поколение X первыми массово росли в неполных семьях. Их называют потерянным поколением. Они оказались между телевизором и интернетом. Поколение X адаптируется лучше всех. Они умеют работать и без технологий, и с ними. Они скептики по природе. Реклама, политики, авторитеты им не доверяют автоматически. Карьерный рост для них важен, но не любой ценой. Они первые начали говорить о балансе работы и жизни. Музыкальный след поколения X. Рок, панк, гранж, MTV в расцвете. Они застали AIDS-кризис, Чернобыль, падение Берлинской стены в подростковом возрасте. Поколение X самое маленькое по численности среди живых поколений. Они не жаловались публично, проблема решается молча и самостоятельно. Сейчас им от 44 до 59 лет. Они часто на руководящих позициях, но их перепрыгивают и снизу, и сверху. Снизу – миллениалы с их напором, сверху – бумеры, которые не уходят. Поколение X все еще ждет своего часа и устало ждать. Поколение Y – миллениалы, рожденные с 1981 по 1996 год. Они первые, кто вырос параллельно с интернетом. Не в нем, а рядом с ним. В детстве энциклопедии, в юности ICQ и первые мобильники. Во взрослости смартфоны. Миллениалы пережили 11 сентября в сознательном возрасте. Это изменило их восприятие безопасности. Они входили во взрослую жизнь прямо в кризис 2008 года. Ипотека, карьера, стабильность – все посыпалось. Поэтому миллениалы позже женятся, позже заводят детей, позже покупают жилье. Не потому, что не хотят. Им говорили: учись хорошо, будет хорошая работа. Многие учились, хорошей работы не было. Это поколение первым начало публично говорить о психическом здоровье. Они выросли с культом уникальности. Каждый ребенок особенный, каждый может всего достичь. Это дало им амбиции, но и тревогу, когда реальность оказалась сложнее. Миллениалы – самое образованное поколение в истории.
и одно из самых закредитованных. Они разрушили целые индустрии, кинотеатры, газеты, торговые центры, бриллианты. Взамен создали экономику впечатлений, путешествия, кофейни, коворкинги, Airbnb. Работа для них не просто деньги, им нужен смысл, иначе уходят. Бумеры называют это инфантильностью, миллениалы называют это самоуважением. Они первые массово перестали смотреть телевизор и первые начали смотреть стримы. Ностальгия по 90-м – их главная культурная валюта. Сейчас миллениалам от 28 до 43 лет. Они стали родителями, менеджерами, предпринимателями, и они первыми начали переосмысливать все – карьеру, семью, гендер, успех. Миллениалы изменили мир, просто не так, как им обещали. Поколение Z, рожденное с 1997 по 2012 год. Первое поколение, которое не помнит мира без смартфона. Они не переходили в интернет, они родились в нем. Средний зумер получил первый телефон в 10 лет, первый аккаунт в соцсетях в 12. Их детство прошло под постоянный звук уведомлений. Зумеры видели финансовый кризис через родителей и стали прагматичнее миллениалов в деньгах. Они не верят в хорошую работу навсегда, они верят в несколько источников дохода. TikTok, Shorts, Reels – их внимание адаптировано под короткий контент. Но это не значит, что они поверхностные. Зумеры глубоко погружаются в то, что им интересно. Они первые, кто вырос с климатической тревогой как фоновым шумом. Изменение климата, пандемия, политическая нестабильность – все это случилось в их подростковом возрасте. Уровень тревожности и депрессии у зумеров статистически выше, чем у предыдущих поколений. Они говорят об этом открыто, и это их сила, а не слабость. Зумеры отвергают перфекционизм. Они нормализовали право не быть в порядке. В работе они хотят гибкость, прозрачность и уважение. Или просто уйдут. Они не лояльны к брендам и работодателям. Они лояльны к ценностям. Старшие видят это как непостоянство. Зумеры видят это как принципы. Им сейчас от 12 до 27 лет. Часть только заканчивает школу, часть уже управляет командами. Поколение Z меняет рынок труда, потребление и культуру прямо сейчас. И они только начинают. Поколение Альфа, рожденное с 2013 года. Первое поколение, рожденное полностью в эпоху смартфонов и соцсетей. Их родители – миллениалы, которые сами еще разбираются с этим миром. Альфа растут с голосовыми помощниками, планшетами и ИИ, как с чем-то само собой разумеющимся. Они увидят технологии, о которых мы еще не можем говорить, потому что их еще не изобрели. По прогнозам, самое большое поколение в истории человечества. Средний альфа проводит перед экраном значительно больше времени, чем любое предыдущее поколение в том же возрасте. Исследователи уже фиксируют задержки в развитии речи и социальных навыков. Пандемия отняла у многих альфа социализацию в самый критичный период – дошкольный возраст. Кем они вырастут, мы узнаем только в 2030-х. Конфликт поколений существовал всегда. Это не новость и не патология. Каждое поколение думает, что следующее – избалованное и безответственное. Бумеры говорили это про X, X говорили это про Y, Y говорили это про Z. Но каждое поколение решало задачи своего времени и решало их по-своему. Бумер не виноват, что вырос в эпоху роста. Зумер не виноват, что вырос в эпоху тревоги. Разница между поколениями – это неплохой характер, это разный опыт. На работе это создает реальное трение. Разные ожидания от иерархии, коммуникации, графика. Но там, где разные поколения работают вместе, как правило, лучшие результаты. Бумер знает, как строить долгосрочно. Зумер знает, как адаптироваться быстро. Лучшие команды – те, где возраст не ярлык, а ресурс. Ни одно поколение не лучше другого. Они просто разные ответы на разные вопросы эпохи. Ты не выбирал, в каком году родиться, но ты выбираешь, что делать с тем опытом, который у тебя есть. Понять логику другого поколения не значит согласиться с ней.
Это значит перестать тратить энергию на конфликт. Мир меняется быстрее, чем мы успеваем осознать. Каждые 20 лет новые люди с новой картиной мира. И это, если честно, не пугает. Это интересно.